Давид Адикян начал набирать крутую физическую форму на правой руке. Лига AMC Arm Wrestling ввела существенные изменения и добавила новые весовые категории. Алексей Воевода продолжает вести YouTube канал и поднимать огромные веса. Объявлены новые пары на турнир King of the Table 7. Приятного вам просмотра! В самой крутой в мире лиге по армрестлингу, которая называется AMC Arm Wrestling, произошли существенные изменения, и конечно я бы хотел вам их рассказать, ведь эти изменения пойдут на огромную пользу этой лиге. Теперь ввели новые дополнительные весовые категории, а именно 65 кг, 105 и свыше 105 кг, и соответственно мы с вами сможем увидеть новых спортсменов, которые так давно планировали выступить на этом турнире. Например, наш сибиряк Артем Гришин будет выступать в категории 105 кг и постарается сделать все возможное, чтобы выиграть в этом весе, и также Дмитрий Силаев помогает ему в подготовке. Также в лиге теперь будет две абсолютные категории, и в каждой из которых разыгрывается чемпионский пояс. Участники категории 65, 75 и 85 кг смогут принять участие в первой абсолютной категории, а спортсмены категории 95, 105 и свыше 105 кг смогут выступить во второй абсолютной категории, и призовые в этих абсолютках будут следующие: за первое место $10 000, за второе $5 000 и за третье $500. Как по мне, это очень крутая идея была открыть две абсолютные категории, ведь, например, тот же Алан Залоев не смог бы конкурировать с Лальтиным или Силаевым, а вот со спортсменами весом ниже вполне смог, как он и показал на предыдущем турнире AMC. Вот уже скоро 1-2 июля во Владикавказе пройдет турнир AMC. Друзья, мне интересно ваше мнение, кто сможет выиграть первую и вторую абсолютную весовую категорию, пишите комментарии под видео. На YouTube канале Бабкена, который называется Arm Olymp, ссылку я оставлю в описании под видео, вышло интересное видео, где Давид Адикян начал набирать феноменальную свою физическую форму, и даже он смог выиграть Дениса Цыпленкова со стартового движения на правой руке, именно той руке, которая была у него травмирована, и сейчас, когда он смог ее восстановить, мы надеемся в скором времени увидеть его выступление именно на этой руке, чтобы посмотреть, насколько реально он силен. В идеале было бы интересно его увидеть на турнире AMC в категории 105 кг. Как раз ему нужно будет немного согнать вес, и при этом он не потеряет свои силы, и призовые на этом турнире являются хорошей мотивацией для участия. Также было бы интересно увидеть Давида в армфайте на том же самом Восток против Запада или King of the Table, но против кого? Пишите комментарии, где бы вы хотели увидеть Давида Адикяна. Алексей Воевода на регулярной основе продолжает вести свой YouTube канал и выкладывает очень много полезной информации, и также демонстрирует свои тренировки. Он усердно тренируется и готовится провести армфайт с Джоном Борзенком, который пройдет на Восток против Запада 8. Вот он тренирует луч с весом 75 кг довольно хорошей техники. Потом он берет веса побольше, а именно 90 кг. И в заключение он смог поднять на луч 100 кг. Это довольно внушительный вес. Также Алексей Воевода не забывает о своих бицепсах и решил поднять 120 кг, сидя на скамье. И у него это получилось. Тренировки железом — это, конечно, хорошо, но самое эффективное и полезное упражнение для армрестлинга — это непосредственно спарринги за столом. И Алексей об этом не забывает, и также спаррингуется со своими товарищами по железному спорту. Полное видео вы сможете найти у Алексея Воеводы на YouTube канале, ссылку я оставлю в описании под видео. На King of the Table 7, который пройдет 24 июня в Дубае, объявлены пары, кто с кем будет бороться. Это Девон Лерат против Дэйва Чаффи, Энгин Терзи против Коуч Рея и Артем Морозов против Кора Веста. Но если честно, я бы хотел увидеть Артема Морозова против Девона Лерата, и как по мне, получился бы очень крутой армфайт. Пишите ваши прогнозы, кто кого победит в этих парах на King of the Table 7.
Вот такой у нас получился небольшой выпуск про ARM новости. Я бы хотел у вас узнать, было бы вам интересно посмотреть интервью с дядей Валерой, спарринг-партнером Денисом Цыпленковым? Пишите комментарии, я постараюсь реализовать для вас это интервью.